Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная и я». Ссылка на мой сайт вот, там есть очень много полезной информации для вас. А мы с вами сегодня будем говорить о том, а как же проверить серьезность намерений мужчины. Причем проверить ее с самого начала вашего общения. Не тогда, когда уже прошло полгода, а все тянется как резинка и непонятно куда тянется. Хочется максимально быстро проверить, правильно ли я вкладываюсь в того ли, на того ли я трачу свое время, свои силы и свои нервы иногда. Стоит ли мне здесь вот дальше что-то пытаться делать или мне пойти и смотреть уже дальше. Я психолог. Если кто меня не знает, я уже почти 20 лет работаю с женщинами, помогаю им найти свое собственное счастье. Я очень хорошо знаю все женские проблемы, знаю решения, короткие решения к этим, для того, чтобы найти свое собственное счастье. Мой курс «Секреты счастливых женщин» ждет вас здесь, в описании этого видео. Если красная кнопочка горит под видео, жмем ее, ставим лайки, YouTube это очень любит, а мы с вами разбираемся. Я сегодня вам дам 3 способа, как проверить серьезность намерений мужчины. Почему именно 3? Я рекомендую все эти 3 способа использовать. Не один способ, быстренько так как-нибудь краешком проскользнуло, и у меня появилась надежда. Потому что, когда у вас есть надежда, чаще всего вы контактируете со своей фантазией. Без обид, девчонки. Но когда вы 3 раза проверили и получили ответы, и знаете, я сегодня подскажу, на что смотреть, на что обращать внимание, когда вы это знаете, вы уверены, что вы тратите свою жизнь, свои силы, свои ресурсы какие-то, вы тратите их не на шару, а вы тратите их для того, чтобы получить, вкладываете, вернее, их тогда в собственное счастье. Итак, самое первое и самое простое – спросить у мужчины в открытую. А чего ты хочешь от нашего с тобой общения? А как ты видишь себе наши отношения в будущем? И вот здесь очень важный момент. Многие считают, что если я задаю такой вопрос, уже сам факт, что он не упал в обморок и не наорал на меня или не перевел на другую тему, уже хорошо, он уже себе все настроил. Женщины очень имеют богатую фантазию, и мы быстренько все дофантазируем. Но важный момент. Что он вам ответит? Если, вот, допустим, вы спросили, а каким ты видишь будущее наших отношений? Или куда ты хочешь прийти? Как ты себе это представляешь? А когда вы задаете такой вопрос, смотрите, что вам мужчина отвечает. Если он отвечает вам, ну, понимаешь, это вот там, да это еще когда будет, вот это вот все прозрачные розовые сопли, женщины начинают быстро за него дофантазировать и подсказывать. Молча слушайте, что он вам скажет. Чем конкретнее, понятнее его ответ, тем больше порядка у него в голове, тем больше у него готовности к тому, чтобы серьезно куда-то двигаться. Но мало просто услышать то, о чем он говорит. Потому что кто-то может сказать, ну да, я хочу потом когда-нибудь иметь детей, или вот мы с тобой вместе будем стариться. Это ни о чем. А вот как ты себе представляешь совместную жизнь? Или как ты представляешь, наши отношения будут с тобой? Ну, допустим, он предлагает вам пока дружить телами. Вот как ты себе представляешь, это будет? Потому что если он вам скажет, что мы с тобой будем встречаться там 2 раза в 2 недели или 2 раза в неделю, заниматься там-то сексом вот где-то часа на 1,5-2, вот у этого мужчины есть настрой на вот этот секс без обязательств. Но если вы мечтаете об отношениях, мои хорошие, не стройте себе иллюзии, что когда-нибудь вот этот секс без обязательств перерастет в отношения. Это будет так, как он себе напланировал. Вам предлагают то, что сегодня есть в его рамках, то, на что вас отметили для себя готовой. То есть он вам отвел, собственно, место в своей жизни и такую роль. Другой вы не получите. Извините, говорю правду. Это первый способ. И если вас это не устраивает, вы спокойно говорите «спасибо, я на это не согласна». Следующий момент, который поможет вам, если вы действительно настроены на отношения, следующий момент, который позволит вам проверить серьезность его намерений, это то, как мужчина реагирует на ваш отказ от быстрого секса. Да, все мужчины начинают рассказывать сказку, ну мы же с тобой не мальчики и девочки, давай быстренько, давай, ну что, уже познакомились, ты симпатичная, я чертовски привлекателен, помните, как в кино было, давай уже пойдем, мы же знаем, чем это все закончится. И вот здесь очень важный момент к вам. Его предложение не является для вас обязательным к исполнению.
И вы имеете полное право отказывать в сексе ровно столько, сколько вы не собираетесь им заниматься. И вот здесь очень важно смотреть на его ответ. Если мужчина сказал, ну нет, так нет, ладно, и потом начинает спустя рукава с вами общаться, это значит, вопрос с сексом он очень хорошо решил на стороне. И у него есть какие-то свои намерения в отношении вас, но вопрос с сексом у него закрыт. Готовы ли вы быть третий, это решение за вами, выбор за вами. Если мужчина начинает скандалить и говорит, что ты мне мозги пудришь, что ты меня разводишь, что ты там то и это, давить на вас для того, чтобы склонить вас к сексу, манипулировать вами, ставить вас в такую обстановку, где вы вынуждены будете соглашаться, у вас нет выбора, или он искушает вас так эмоционально, что вы готовы ему поддаться, у этого мужчины на серьезные отношения намерений тоже нет. У него задача только вас развести на секс. Если у мужчины серьезные намерения, мужчина будет спокойно воспринимать то, что да, он будет хотеть вам понравиться, да, он будет там вас обнимать, целовать, но он будет ждать ровно того момента, когда вы скажете «я готова». Он будет относиться к этому с уважением. Ну и третий, самый понятный, самый простой и самый однозначный способ, как выяснить серьезность его намерений, это способ и количество контактов с вами. Потому что бывает такая ситуация, когда женщина себе придумала, у меня уже есть с ним отношения, и когда я задаю ей вопрос, а какие у вас отношения, но мы с ним переписываемся уже 2 месяца. Замечательно, если отношения, тут их нет. Или мы с ним сходили на свидание на одно, а вот еще через месяц он сказал, он позовет на меня на другое. А я говорю, а сколько вот уже прошло месяцев после как он вам вы на него сходили? И еще 2 месяца, то есть через 4 месяца позовет на следующее. Отношений тоже нет. Если мужчина вам звонит раз в неделю или пишет раз в 3 дня, это не отношения, это не серьезность намерений, потому что любой мужчина, который заинтересован в отношениях с вами, во-первых, он старается эти контакты сделать регулярными, достаточно через короткие промежутки времени, не такое, что я с тобой проговорил всю ночь, а потом ты фиг знает как пошла на работу, а я буду отсыпаться, потому что у меня выходной все равно, и мне было скучно. Это будут контакты в удобное для вас время, в удобном для вас формате. Эти контакты будут располагать вас постоянно к сближению. Мужчина будет стараться открываться, и мужчина будет стараться показать себя, на что он способен, чтобы вы выбрали его, чтобы строить с вами отношения, узнавать что-то про вас, рассказывать про себя, позволять вам увидеть его с разных сторон, чтобы вы тоже могли выбрать. Вот тогда это серьезные намерения мужчины. Если нет 3 этих моментов, серьезность намерений мужчины под очень большим вопросом. Еще раз повторяю, если нет всех 3 моментов, серьезность намерений мужчины под очень большим вопросом. Потому что вот если нету чего-то, вы можете обозначить это мужчине сразу вслух, можете для себя решить, но не зацикливайтесь на этом мужчине. Ищите другие варианты. И тогда будет вам счастье. Опять же, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, жду ваших возражений, комментариев. Может быть, кто-то узнал свои ситуации. Поделитесь ими в комментариях, потому что тогда другие женщины на вашем опыте смогут избежать своих косяков. И будут счастливы и вам тоже благодарны. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки.